Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, почему некоторые ролики на YouTube набирают просмотры, а некоторые YouTube как будто попросту игнорирует. Конечно, не обойдется без алгоритмов YouTube, про которые так много материала, так много роликов и до сих пор так много вопросов. Поехали! Продолжение к предыдущему посту про основные показатели, которые влияют на успех вашего ролика на просторах YouTube, я решил записать видео-комментарий, в котором подробно расскажу про такие показатели, как CTR и удержание. Напомню, что показатель CTR — это значение кликабельности вашей обложки, вашей превью, которую вы размещаете, публикуя свой ролик на своем канале. Простыми словами, он показывает в процентном соотношении количество людей, которые кликнули на вашу обложку, на ваш ролик, увидев ваш ролик на главной странице и в разделах с рекомендациями. Проще говоря, формула выглядит так. Если YouTube показал наш ролик на главной странице 1000 раз, и неважно, заметил ваш зритель или нет, если ваш ролик уже размещен на главной странице, это считается за показ. Далее идет подсчет количества людей, кликнувших на этот ролик, и считается соотношение как раз количества кликнувших к количеству общему показов. Например, если наш ролик показали 1000 раз, посмотрело 100 человек, значит CTR нашей обложки 10%. Но здесь сразу стоит разобраться, что такое показы. Тут необходимо копнуть немножко глубже, чтобы понять, как работает алгоритм рекомендаций вашего ролика необходимой вам аудитории. Представим, что у нас новый канал, который не имеет аудитории, и пока YouTube вообще не понимает, кому показывать наш ролик. Он не понимает ни нашу целевую аудиторию, не понимает ни ее интересы, ни возраст, ни географическое положение. Он не знает о нас ничего вообще. Поэтому на первых порах происходит момент и этапы тестирования. Тестирование и поиск нашей целевой аудитории. Как это происходит? YouTube начинает в случайном порядке давать нашему ролику определенное количество тех самых показов. Он размещает его на главной странице, в рекомендациях, пытаясь заинтересовать того или иного зрителя. Когда он получает первую обратную связь, он начинает предлагать нашему видео похожей аудитории, предлагая все больше и больше показов. Но, конечно, давать показы YouTube бесконечно тоже не будет. И тут как раз-таки в игру вступают те два показателя в статистике и аналитике нашего видео — CTR и удержание. Если про CTR мы разобрались, и с ним более-менее все понятно, то есть чем больше кликают на наш ролик, тем собственно лучше, и тем большему количеству людей будет рекомендоваться наш ролик дальше. Но как обстоят дела с удержанием? Удержание — это то, насколько долго зритель смотрит наш ролик. Этот показатель также имеет процентное значение, и он показывает, сколько процентов зрителя осталось на ролике в тот или иной момент времени. Как это работает? У нас отличная обложка, которая зацепила зрителя и заставила зайти на наш ролик. Он кликнул и начал смотреть ролик. В том случае, если содержимое ролика соотносится с обложкой, оно устраивает автора и вызвало у него определенный интерес смотреть видео дальше, он останется на видео и будет досматривать его до конца. Но в том случае, если мы использовали, к примеру, инструмент кликбейта, когда мы отобразили на обложке одно, а в ролике показали другое, то в этом случае зритель, кликнув на наш ролик, посмотрев его 3 секунды, понимает, что это ему не интересно, и он его закрывает. В этом случае мы имеем катастрофически низкий процент удержания. А чем ниже процент удержания, тем хуже нашему ролику. YouTube думает, что оно попросту неинтересно зрителю, и в будущем и в последующем показов он нам больше не дает. Резюмируя информацию по двум основным показателям, которые влияют на продвижение нашего ролика, мы можем сказать, что чем чаще кликают на наш ролик и чем дольше его смотрят, тем на большее количество просмотров мы можем рассчитывать в дальнейшем. Тут возникает очевидный вопрос от большинства моих клиентов: какие значения данных показателей считаются нормальными. На самом деле нету какой-то золотой середины или какого-то конкретного правила, какого-то конкретного значения, после которого YouTube начинает или продолжает рекомендовать наше видео дальше. Все зависит от ширины аудитории, на которой мы показываемся, и от продолжительности ролика, конечно. В этом случае необходимо индивидуально рассматривать каждый отдельно взятый ролик даже на одном канале. В том случае, если у вас проблемы с вашим каналом, а ваши ролики не набирают просмотры, вы потратили кучу бюджета и денег на платную рекламу или закупку рекламы у блогеров, вы можете обратиться ко мне по ссылочке в описании, и я помогу вам разобраться, в чем проблема, причем сделаю это совершенно бесплатно. Мы обсудим основные ключевые моменты, какие-то проблемные точки, исправив которые, вы сможете наладить работу и уже в дальнейшем двигаться в правильном направлении.
Надеюсь, видео было полезным и объяснил я все достаточно доходчиво. В том случае, если остались какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу в комментарии, либо переходите по ссылочке в Телеграме, всегда буду рад ответить на ваши вопросы. Всем спасибо, пока.